Долгожданные новые трюки Atlas и как Boston Dynamics удалось научить им робота. Spot выходит на рынок, но не для всех. Все новости самой крутой робототехнической компании в мире в одном выпуске. Погнали! Atlas от Boston Dynamics научился новым гимнастическим трюкам. Теперь он умеет делать стойку на руках, несколько сальто и прыжки, включая прыжок с оборотом на 360 градусов. Робот не просто удерживает равновесие во время каждого трюка, он планирует переход от одного движения к другому, используя инерцию и вес собственного тела. Компания заявила, что обучать Atlas стало намного проще и быстрее. Цитата. «Во-первых, алгоритм оптимизации преобразует высокоуровневые описания каждого маневра в динамически достижимые эталонные движения. Затем Atlas, используя контроллер прогнозирующей модели, плавно переходит от одного маневра к другому. Другими словами, новые алгоритмы оптимизации позволили упростить программирование робота благодаря автоматическому переводу описаний трюков в фактические движения робота, учитывая ограничения его конструкции. Примечательно, что конструкция робота позволяет ему перекатываться через спину, не повреждая собственные механизмы. Успешность выполнения трюков составляет 80%, что неплохо даже для человека. Напомним, что Atlas уже умеет свободно перемещаться по пересеченной местности, делать сальто и заниматься паркуром. Как Boston Dynamics планирует применять своего робота в будущем, остается загадкой, но надеюсь, это будет не перетаскивание коробок на складе. Второй важной новостью компании стал выход на рынок первого коммерческого робота Boston Dynamics Spot. Напомним, ранее он назывался Spot Mini. Рекламный ролик компании демонстрирует возможности Spot. Скорость робота достигает 1,6 метров в секунду. Вес полезной нагрузки до 14 килограммов. Благодаря 360-градусным камерам и лидар он видит все вокруг и может составить карту местности. Корпус робота пыли и водонепроницаемый, а диапазон температур, при которых может работать Spot, от минус 20 до 45 градусов по Цельсию. Батарея робота рассчитана на 90 минут работы, но ее можно легко заменить, чтобы робот не простаивал. Правда, купить робота сможет не каждый. Сейчас компания принимает заявки от потенциальных клиентов, которые планируют использовать робота на строительных площадках, газовых и энергетических станциях, а также для обеспечения общественной безопасности. Цена робота не разглашается, одной из причин этого компания называет модульность робота. Другими словами, Spot будет оптимизироваться под каждого клиента. В заднюю панель робота можно встроить до 4 аппаратных модулей, в зависимости от необходимых клиенту навыков. Детектор метана для проверки утечки газа, радиомодуль для работы на большом расстоянии и так далее. Даже способность робота танцевать может быть востребована на рынке. По крайней мере, Boston Dynamics на это надеются и обсуждают возможное сотрудничество с инновационной лабораторией в Cirque du Soleil. На данный момент Boston Dynamics фокусируется на использовании своего робота в закрытых и контролируемых помещениях, поэтому вряд ли мы увидим Spot на улице в ближайшее время. Boston Dynamics заявила, что компания не заинтересована в использовании Spot в качестве оружия. Сотрудничество с полицейскими департаментами, по уверению представителей компании, ограничивается обсуждением утилизации роботом бомб и других опасных материалов. Стоит отметить, что Spot еще далек от полной автономии, несмотря на впечатление, которое он производит в видео. Главной проблемой компании является безопасное взаимодействие робота с человеком. На сегодня Boston Dynamics гарантирует, что могут производить тысячи роботов в год и надеются, что роботу найдется работа в свободном от людей пространстве. Лишь бы робот не начал расчищать его для себя сам. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новости высоких технологий, обзоры роботов и дронов, подборки самых крутых технологий со всемирных выставок и многое другое.